Это самая вкусная курица, которая была в нашем доме. Все делается очень просто. Нам понадобится куриная грудка. Разрезаем грудку пополам вот таким вот образом. Будем готовить блюдо, которое можно приготовить хоть на ужин, хоть подать на праздничный стол. Невероятно вкусное, красивое. Готовится за считанные минуты. Куриную грудку слегка отбиваем. Можно отбить при помощи ножа или молоточка для мяса. Слишком сильно не нужно отбивать, слегка отбейте, просто чтобы кусочки стали более-менее одинаковой толщины. Отбитое куриное филе хорошо приправляем солью и черным перцем с двух сторон. Можно взять любое мясо, это может быть курица, индейка, свинина, все, что вы любите. Теперь каждое куриное филе я смазываю столовой ложкой соуса песто. Соус песто можно купить готовый или очень легко приготовить его дома самостоятельно. Я для этого просто смешиваю в блендере базилик или петрушку, добавляю туда оливковое масло и пару зубчиков чеснока, соль по вкусу. Все, прекрасный, очень свежий, полезный соус песто готов. Он прекрасно хранится в холодильнике, можно добавлять его в мясо, в картошку, в пасту, в любые блюда, которые вы готовите. Посмотрите, что еще есть у вас дома. У меня вот нашелся один помидор, я нарезаю его кружочками и раскладываю ломтики помидоров сверху на куриное филе. А пока я раскладываю помидоры, напишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Мне очень приятно читать ваши теплые комментарии. Сверху посыпаю тертым сыром. Сыр берите ваш любимый, который хорошо плавится в духовке. Я люблю использовать моцареллу. И теперь посмотрите, каждый рулетик берем и вот таким вот образом скручиваем и сворачиваем. Сыр будет внутри, он расплавится и получится очень нежный, очень вкусный. Вместе с сочным помидором и зеленым соусом песто это получится просто обалденно вкусно. Так что не забудьте обязательно сохранить рецепт и поделитесь им с друзьями. Я уверена, что этот рецепт должен быть в вашей тетрадочке с любимыми рецептами. Закалываю зубочисткой просто на всякий случай, чтобы рулетики не раскрылись во время приготовления. Это делать не обязательно, на самом деле они и без этого хорошо держат форму. И ставлю разогреваться сковородку. Я буду жарить на растительном, вернее на сливочном масле. Вы можете взять любое масло для жарки. Выкладываю рулетики на горячую сковородку. Уже пошел просто потрясающий запах, невероятно. И обжариваю с двух сторон до красивого золотистого цвета. Переворачиваем рулетики. Посмотрите, какие они аппетитные, золотистые сверху и сочная начинка внутри. Все, рулетики уже полностью готовы, они обжарились, перекладываю их на тарелку. И сюда, в эту же сковородку, где жарилась курица, отправляю помидоры. Я взяла помидоры черри, вы можете взять просто 1 или 2 обычных помидора. Нарежьте их кубиками и отправьте в сковородку. Обжариваем помидоры 2 минутки. Сюда же нарезаю чеснок. Можете просто пропустить его через чесноковыжималку. А мне нравится нарезать его вот такими лепестками. Отправляю чеснок к помидорам и обжариваю еще буквально 1-2 минутки. Огонь сделайте небольшой, чтобы ничего не подгорело у вас. Аромат помидоров и чеснока невероятный. Добавляю сюда сливки. И еще добавлю столовую ложку нашего зеленого соуса песто. Все перемешиваю и доведите соус до кипения, он немножечко загустеет, это то, что нам нужно. Слишком долго его готовить не нужно, поэтому я уже говорила, что это блюдо готовится за считанные минуты. Когда соус закипел, я возвращаю сюда куриные рулетики. Выкладываю их прямо в соус между помидорками. Выглядит очень аппетитно. Жаль, что экран не передает вот этот вот аромат и не передает вкус этого блюда. Выливаю сюда соки от курицы, чтобы никакой вкуснятины не пропало.
Довожу до кипения, просто немножко прогрейте курицу, куриные рулетики, чтобы подать их к столу горяченькими. И в самом конце натираю совсем немного пармезана и нарезаю в пучок любой зелени, петрушки, базилика, что найдется у вас в холодильнике. И в самом конце выключите огонь и посыпьте зеленью. Снимаем с огня, давайте скорее пробовать. Вот такая вот вкуснятина невероятная. Выберем рулетик побольше, размер имеет значение. Курица просто тает во рту, мясо можно есть губами. Так что сразу готовьте двойную порцию и не забудьте поделиться рецептом с друзьями.